Начало путешествия на Селигер. Вот два предмета груза. В одном из них вещи и лодка, в другом тяжелое все. Суммарная масса 36 килограмм. 10 килограмм герма, 26 рюкзак на тележке. Вот вокзал Восточный, город Москва. Скоро поезд, поеду до Балагова или Балагоя, оттуда до Осташкова. Такой план действий. Уважаемые пассажиры, поезд номер 114, Адлер, Санкт-Петербург, отправится 1 час 18 минут с третьего пути. Раннее утро 11 мая 2022 года. Я подъезжаю к станции Балагоя. Поезд Осташков. Ретро-поезд Селигер. 2 вагончика в нем. А по выходным этот поезд едет не с тепловозом, как сейчас, а с паровозом настоящим. Вот с таким. Закупил в Магните много продовольствия. Буду отъедаться. Вон, на этой машине я приехал. На такси. Вот тут вещи. Ну а продовольствие потом я более подробно покажу какое. Чек покажу, расскажу. Не так уж и много. Просто объемный. Там картошка, там лук. В общем, такое все. И вот он, Селигер. Вот туда я поплыву на остров. И потом вдоль него пойду направо. До того места, куда я хочу попасть. И там буду отдыхать. Погода сегодня очень хорошая. 18 градусов тепла. Ночью вроде 10, а завтра дожди. И так всю неделю. То есть мне надо обустроить лагерь. И там укрепиться. В этом лагере. Вот, все. Начало положено. Итак, прибыл я на остров Хачин. Вот лодка стоит. Приехал оттуда. Вон оттуда. Где строение зеленое. И много интересного тут обнаружил. Очень много интересного.
Это вот первая стоянка напротив монастыря. Монастырь вот там вот. Вот он. За деревьями там. Во-первых, тут находится стул. Какой-то рыболовный стул. Не знаю, взять его, не взять. Поломанный он, конечно. Но сидеть на таком стуле было бы здорово. Посмотрим. По примеру Виктора Рогова, величайшего водника, который на стоянках находит удивительные сокровища. Но тут есть и поинтереснее предметы. А именно машина Нива. Вот это да. Вот такой вот здесь вот встречается предмет. Автомобиль Нива. Что он тут делает? Но я тут не буду задерживаться в этом месте. Вот, стоит. Дожидается кого-то. Удивительно. Вот стоянка, где я бывал много раз. Тут, конечно, не буду задерживаться. Поплыву на то место, где наблюдал НЛО. Птицы кричат. А поплыву я вот туда, в том направлении. Туда, за камыши, за мыс. Туда пойду. Да, такого встретить я здесь не ожидал. Прибыл я в благодатное место. Это так называемая вторая стоянка. Тут я видел в прошлом году НЛО. Может, и сейчас повезет. Ну, не сильно тут изменилось. Столик какой-то сделали люди. Очень скромный. Вот. Такой вот тут вид. Сейчас я разберу вещи. Все там приведу в порядок. Может, попробую половить рыбку. Потому что там что-то плещется. Воды в этом году больше. Много воды. Вот такое здесь прекрасное место. Там остров. Ну, мысль такая была встать на острове. Потом подумал, там заболочено кругом. Дров мало, никуда не сходишь. А тут можно и сходить вглубь леса. Там вот ручеек интересный находится. Где я видел лосей, идущих по этому ручью в прошлом году. В общем, место это очень даже прекрасное. Хочется здесь побыть, отдохнуть. Вот с того года оставшийся экран жестяной. Здесь кострище. Кто-то, конечно, тут был не так давно. Может, на празднике. Видел сегодня уже 2 змей. Множество птиц различных. Вот лежит всякое. А вот это продукты. Ох, набрал я тут и картошки, и лука, яиц. Даже перепелиные взял. Грибы взял, шампиньоны. Буду здесь предаваться обжорству. Потом поподробнее расскажу и покажу, какие продукты. Вон там мука есть. Тут вот рюкзак лежит. Тяжелый рюкзак. 27 килограмм. А может и больше. Намучился, когда таскал его по переходам, по мостам этим в Балагом. Или в Балагое, как там правильно сказать. Ох, намучился. Как не надорвался, неизвестно. А палатку я, скорее всего, буду ставить вот там. Там есть пригорок такой.
Он будет защищать от ветра с той стороны. Ну и повыше от воды, чтобы не было вот этой влажности. Вот так вот здесь. Попил чайка из термоса. Есть пока еще не ел ничего с самого утра. Как в 5 утра поел, съел несколько печеньев с шоколадом. Ну, вот юбилейные. Что-то какая-то изжога от них началась. С тех пор есть не хотелось. Еще я купил плавленый сыр. Вот, может, хлеб там. Прям он теплый был. Местного производства. Интересно будет попробовать. В общем, местечко такое вот. Ну и надеюсь, конечно, на чудеса в небе. Вдруг опять НЛО увижу. Конечно, на это рассчитывать не приходится. Но кто его знает. Я не стесняюсь сказать, что я видел НЛО. Пусть люди думают, что хотят. Но это как бы правда. Это не ложь, не домыслы. Я видел. И не стесняюсь говорить об этом. И всех призываю, кто видели, тоже не скрывать это. Неважно, кто что подумает, не подумает. Зато люди будут знать свидетельства очевидцев. И это очень полезно. Ладно, буду вещи разбирать. Ну и устанавливать тут лагерь. Вот расскажу, что у меня из вещей. Спас-жилет. Здесь в этом мешке снасти рыболовные, спиннинги 2, удочка. Вот это вот монокуляр 8х30, катушки, термос. Ну там шпуля, туалетная бумага, свеча. Там вон еще пила. Вот в этом мешке зеленом посуда. Вот здесь вот титановая печь, ее компоненты. Здесь одежда. Это электроника в синей герме. Это центральный колод, палатки, сигареты, салфетки, тапки, вкладыш спальника, тент, колышки от тента от палатки, внутренняя палатка, внешняя палатка, рюкзак. Вот рыболовный сачок очень хороший в этом году у меня появился. Ну и продукты тут вот в 3 мешках находятся. Про продукты я отдельно сниму. Это заслуживает отдельного видео. Потом, попозже. Чек сохранился. Все это покажу. Ну, тут нет ничего особенного. Вот интересно, тут колесо лежит. Вот такие вот вещи. Ну и стул я взял. Вон там лодка стоит, уже разгруженная. Ничего в ней не осталось. Можно выплывать, щуку половить. Там вот птицы какие-то плавают по воде. Вот она. Может, это и не птица, что-то такое здоровое. Скорее всего, птица. Вон еще одна. Тут птиц полно, всяких разных. Солнышко. Длинные тени от деревьев. По сторонам света у нас вот там вот восток. Где-то нет. Там, по-моему, восток. Запад. Юг. Как раз хорошо, что на юг смотрит открытое место. Ну и север где-то там. В тех местах. Там вот пригорок, он закрывает от северного ветра.
первом приближении костровой печной отсек, так сказать, походного быта устроен. Много труда это стоило. Дров тут не очень много. Приходится искать, но есть сухие, хорошие. Вот там находится палатка. Вот здесь столик, еще кое-какие вещи лежат, надо отнести их к палатке. Томился я все это делать, а еще после того, как ехал, плыл. Но что делать? Необходимость. Сейчас пойду поищу дрова еще для печки. Там яйца поставил варить. Буду с плавленным сыром их есть по традиции. Очень вкусно яйца вареные с плавленным сыром. Ну а тут озеро. Начинаются что-то подобное, отдаленно напоминающее белые ночи. Все-таки это чуть-чуть севернее, ближе уже к северу. Полностью здесь не темнеет в мае, в июне. Вот печь раскочегарилась. Причем костер я разжег кусочком какой-то веревки, которая здесь валялась. А печь разжег, поместив туда несколько угольков из костра. Ну, все в принципе нормально. Передохну сейчас, уберу вещи в палатку. Ем яйца, попью чай. Ну и буду сидеть отдыхать, а может пойду спать. Очень устал. День сегодня тяжелый. Ну, зато завтра буду отдыхать. Вот этот экран тепловой, который был и в прошлом году. Ну и вот горит костер. Вот такие вот для печки годятся, сухие. А там уже в лесу темно.